Друзьяшки мои, всем привет! Сегодня у меня очередной пранк. Значит, в анкете у меня все как надо. BMW, курорты, пальмы, кокосы, дайкири и на пляже. И коктейль, и в натуре. Ну, правда, без фотографий. Значит, я бизнесмен. У меня, значит, все в порядке. Как на грядке. Целую крепко ваша репка. И женщина, девушка, клюнула именно на это. Ну, на что еще она может клюнуть? Не на, конечно же, мои образования, мою высоко окультуренную душу, мои желания развиваться во всех темах сразу и достичь Марса быстрее, чем Илон Маск. Конечно же, нет. Всем нужно что? Все правильно. Лавешка. Но я решил сегодня приехать к ней не на BMW. Взял тазик у людей, подразбитый, скажем так. Вот максимально короткое время нашел максимально доступную ушлепскую тачку. Вот. Будем, соответственно, шокировать барышню и все-таки пробивать ее на алчность. А вдруг я просто понравился ей по фотографии, а бабки ей не нужны, потому что у нее у самой... Ах, Вася, куча бабла, на деньги сыпятся с ним. Ну, в общем, это я уже пел. Посмотрим, сейчас покажу тачку. Готовы? Погнали! Автомобиль. Здесь все понятно. Здесь все понятно. Ну, в общем, и такая байда по всему кузову, все показывать не буду. Ну что, жду свою красавицу. Должна вот-вот подойти, все скрипит, все жужжит. Главное, что я похож на классного чувака. Это правда. Чуть не видно моей подруги, уже должна была прийти на самом деле. А, так вон она. А, она BMW ждет же. Приехал-то, хер знает что, шляпа какая-то. Это я, привет, заходи. Привет, я на другой машине просто сегодня, поэтому привет. Ты могла... Да, привет. Не узнала. Ну, меня-то узнала хоть. На фотках-то я очень даже похож, даже несмотря на то, что фотки некоторой давности. Давности, да. 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 Ты писал, что они актуальны. Да. Да, ну ты знаешь, что, главное же не автомобиль, а тачка, господи, а человек, который в нем сидит, или как? А что с предыдущей машиной? Слушай, а что с предыдущей машиной? Ну, которая на фотографиях, BMW. А ты, ну, на самом деле это не моя машина. А чья? Друга. Но я уже с ним не дружу, поэтому почему не машина, не дружу. А потому что он остался в другом городе. Я ответил на твой вопрос. Тебя друг интересует или я? Это твоя машина. А это моя машина, чуть-чуть она, вот видишь, пока нет... Покоцанная, да. Ну, покоцанная, пока нет возможности отремонтировать, поэтому... Возможности нет отремонтировать. А чем ты занимаешься? Ты писал, что ты бизнесмен. Я бизнесмен, сейчас тебе... Тебе интересно, правда? Да, серьезно? Конечно, расскажи. Хорошо, расскажу. У меня очень специфический бизнес. Я развожу хомячков. Хомяков декоративных продаю через Авито по 800 рублей за штуку. Вот, значит, хомячков. У меня хомячковая ферма. Дома? Нет, ты что, дома они пахнут очень сильно. И, так ты знаешь, одежда у меня чуть-чуть пахнет. Нет, это отдельное помещение подвальное, прямо да, целое. Одежда пахнет? Одежда пахнет, да. Целая хомячковая ферма. И это, соответственно, ферма приносит мне определенный доход, которого, правда, пока не хватает на то, чтобы отремонтировать этот автомобиль. Да, но в целом, ты понимаешь, главное начать. Вот сейчас, да, 2 хомяка приносят потомство раз в месяц. Понимаешь? Потом, впоследствии я планирую перейти с хомяков... 2 хомяка, потомство с месяц, 1 хомяк. По 10 штучек. Рублей, один хомяк 800, по 10 штучек. Ты что, на что ты живешь? Я живу надеждами. Надежда, мой компас земной, а удача на засмеялась.
на то, что сейчас у меня хомячковая ферма, еще через пару лет уже будет крысиная ферма, а крысы идут по 1500. После крыс я начну делать реальный бизнес. Я думаю, что-нибудь экзотическое. Возможно, я буду разводить павлинов или пингвинов, а вот там уже золотая жила. Бабки потекут просто рекой. Ну нет, мы так не договаривались. Ты писал, что у тебя бизнес, крутые Так у меня фотки. бизнес, ну а что фотки? А какие мне нужно было выставить фотки? Где я в драных шортах с хомяком стою, блин? Ну, как? Ну ты, получается, с самого начала врешь, что вот, Нет, значит, подожди, у тебя а бизнес, как? вот это Нет, всё. подожди, нет, стоп, а в чем я соврал? Я не писал, что машина моя. Это фотки на моей, Ну, просто это фотографии. фотки с машин. Ну, Фотографии, ты заявляешь о себе фотографиями. Я подожди, такой, получается, ты врешь. это ты, нет, подожди, это ты так видишь. Ты видишь то, что хочешь видеть. Я не писал, Я что вижу моя. покоцанную машину, Бизнес. хомячковую ферму. Бизнес у меня есть. Я не соврал ни слова. У меня бизнес. Я произвожу хомяков. Ну, не сам, конечно, а помогаю. Если они совсем уже в забвении, я ставлю им эротические фильмы, чтобы они быстрее, так сказать, помогали мне разбогатеть. Вот. Ты знаешь, как тяжело заставить хомяков смотреть эротические фильмы? Пока я узнал, что их возбуждает, я столько видеокассет им поставил, что я устал просто. Оказалось, знаешь что? Что? В мире животных с Дроздовым. Вот их прям вот как эти кенгуру прыгают по полям, все. А как он начинает говорить, что Сайгак очень умная и это самое выносливое животное, хомяки прям вообще с ума сходят. Ну. Я к тебе шла, я Так. подала фотографии в Инстаграм, наделаю с красивой машиной, потому что у тебя на фотографиях была красивая машина. А делай с красивым мной инстаграмные фотографии. Я ж красивый. Ну ты на фотографиях тоже был, знаешь, помоложе. Начинается. Ну, подожди, я тоже не... А знаешь почему? Почему? Даже если бы я фотографии выложил вчера, Да. то по отношению к сегодняшнему дню, да, я на предыдущих фотографиях был бы моложе. Понимаешь, какая история? Ну, Я не соврал знаю. ни на грамульку. Вообще ноль. Ну, получается, ты все равно меня дезинформируешь, надежды были одни, ожидания были одни, по факту другое. Сколько нужно хомяков продать, чтобы заработать на шубу? Ну, вопрос, конечно, интересный. Ты имеешь в виду шить из хомяков шубу? Или из хомяков, если то, ну, прям очень много. Я даже, честно говоря, не знаю, хватит ли у меня столько хомяков тебе на шубу. И знаешь, там очень трудоемкий процесс. Ну, прям там реально устанешь швы накладывать. Ну, просто смотри, сейчас осень, да? Зима, Да. холодно. Хотя, если их откормить, то, может, только побольше будет. Нет, не надо кормить хомяков. Так. Нужно продавать хомяков, чтобы купить шубу. Шубу очень много. Да. Ну, в килограммах, если, то Сколько килограмм 100 хомяков надо продать. А они очень легкие, они маленькие, почти ничего не весят. Ну, то есть это прям до хрена. И давно ты занимаешься Фуру этими хомяков хомяками? надо продать. Фуру. И давно ты занимаешься этими хомяками? Да, 1,5 года. И что? И ты не можешь отремонтировать свою машину с этих хомяков. Ну, у меня же есть другие какие-то траты, да. Ну вот, мне нужно платить за обработку Сколько фотографий, еще лет ты чтобы будешь разводить хомяков? Я же тебе говорю, еще пару лет, и потом я на крыс перейду. А крысы Нет, уже это- в 2 раза дороже стоят. Подожди, нет, так дело не пойдет. Так, а как пойдет? Ну, Тебе что надо, я понять не могу. Что ты хочешь? серьезных отношений нужны условия. А хомяки, как тут мешают хомяки? Ты пахнешь хомяками. Я пахну деньгами. Как я их называю? Конфетти! Это запах успеха, ты просто не понимаешь. Это вот ты сейчас смеешься, а потом ты будешь говорить, что это, блин, Женек, ты такой молодец, ты золотая жила. Вот ты, Оля, не понимаешь этого расклада, а я реально понимаю. Понимаешь? Вот это, ну, да, запах сомнительный, но я заработаю себе на дорогие духи. Себе на дорогие духи Да, заработаешь. начну А пшикаться мне на шубу и... нет. Не, на шубу тебе тоже заработаем, но с крыс уже. Просто крыс надо будет чуть поменьше, может, Нет, полфуры. знаешь, это какая-то лузерская история. Какая? Лузерская! То есть ты хочешь сказать, что я несостоятелен в каких-то Да. моментах? Вот ты зря на самом деле. Ты просто не видишь перспективы, как и многие. Мне мама тоже говорит, вот ты занимаешься каким-то детским садом, у тебя там живой уголок. Ты бы видела мою хомячью ферму. Мама, Ты бы охренела. Это просто клондайк. Я смотрю, вот это вот, понимаешь, каждый раз, когда они... Я вижу, как бабки сыпятся с небес, понимаешь? Я прям вижу это. Нет. Ай, ну ничего ты не понимаешь. Нет. Ты что будем делать в итоге? Ну, я не знаю. Ну, ты не знаешь, как. Ну, что, у меня единственный бизнес – это хомяки. Что еще, чем тебе еще... что я еще могу для тебя? Я не знаю, больше ничего не могу. Ничего, никакого бизнеса.
Что никакого? Никакого бизнеса. кроме Хомяки, хомяков. я же объясняю. Кроме хомяков никакого нет. А что значит кроме хомяков? Хомяки! Ферма! Это не Я просто хомяки, тебе которые не- в аквариуме не могут найти контент. У меня прям все на поток поставлено. Включаешь фильм Дроздов, перелетные птицы, хомяки. Вот это вот вся история. А если они друг друга себя видят, там, типа, как суслики там выныривают из этих в пустыне, из дупел, норок и все остальное. Белки их заводят вообще нормально. Я иногда белок отдельно в парке снимаю, потом ставлю с телефона вот так. Ну, это элитному хомяку ставлю. Он прям... Я не могу столько, сколько он может. Нет, знаешь, Да. это лузерская история. Так размышляет каждый второй, особенно когда говорит, что вот я сейчас подрабатываю таксистом, а на самом деле у меня бизнес, хомяки, собаки, кошки, Так. крысы, пингвины. Я в это не верю. И более того, я тебе не верю. Мне кажется, у тебя никакой хомяковой фирмы нет и вообще денег нет. Иначе бы ты уже отвез машину в ремонт. Хорошо, то есть ты думаешь, что я покупаю себе духи с запахом хомячего говна, чтобы, как? Почему-то от меня хомяками пахнет тогда. Я не отличаю запах хомяков от другого какого-то гнилисоприятного ну то есть это может мой запах просто. Ну, возможно, да, не знаю. Ну ладно, тогда что, значит нам нечего больше с Вообще тобой. нечего, да. Все, нечего. Нечего. Ну и счастливо Нечего. Ну и пока. тогда. Да? Ладно, подожди, закрой дверь. Что не могу же я тебя, скажем, несчастливой отпустить. Не можешь. Не могу. Значит, надо все-таки признаться в том, что... Ну, во-первых, хомячья ферма у меня есть, чтобы ты понимала. Но она действительно приносит хороший доход. Я даже не знаю, смогу ли я тебе что-то показать. Ну, вот смогу, наверное, что-то показать. Ну, вот как тебе, например... Ну, вот у меня в кошельке на мелкие расходы вот тут денежка есть. Вот доллары, я не знаю, сколько тут, пару тысяч, может быть. Там 1100 рублей, не знаю, как тебе. Что, настоящий? Ну, нет, я игрушечные ношу. Ну, вот сможешь выдернуть любую купюру и посмотреть на свет. Смотри, вот, пожалуйста, если не доверяешь. Вот, смотри, доллары, видишь, все как надо, ленточки, ленточки. Они тоже, между прочим, пахнут хомяками. Можешь понюхать. Но это уже не так противно, да, наверное, когда бабки хомяками пахнут. Когда какой-то Ты говорил мужик... про 8 тысяч в месяц, а теперь показываешь такие деньги, да ты их у кого-то взял. Нет, какие 8 тысяч? Ты говорил, что хомяки... Нет, я сказал, что Ты два говоришь, хомяка. два Ты хомяка. просто считать не... Так у меня ферма. 2 хомяка приносят 8 тысяч в месяц. А сколько у тебя хомяков? 1000! У меня целая ферма. Поняла? Вот, чувствуешь, Ну, да? ладно, Вот, хорошо. ладно уже. Ну давай, Ладно. да, давай. Возможно, да. Возможно. Да, хорошо. Возможно. Покажешь ферму? Ну, не знаю теперь. Я даже не знаю, что тебе сказать. Просто я сейчас уже не уверен в том, Ну, что... то есть ты меня, получается, проверял. Ты меня проверял, то есть ты На мне что, на вот математику? рассказал. Не знаю, не Ты не знаю. смогла умножить хомяков на хомяков? А зачем ты рассказал сначала, что вот нет, значит, там бизнес, а потом такой, нет, не бизнес. Зачем вот так вот? Ты вроде Зачем? уходить собиралась, нет? Да, вообще-то собиралась. Так, а что остановилась? Ну, ты же деньги показал. Ты... Билет показал, да, Да. в счастливую жизнь, я понял. Ну, ты знаешь, я тебе могу так сказать, вот я что-то сейчас, честно, не зашла ты мне со своей позицией. Не зашел ты мне со своими хомяками. Даже не буду врать тебе, ну правда, понимаешь? О, удивительно, Вот теперь даже ты не будешь мне даже, врать. Да, я тебе и не соврал ни на чем. Конечно. Не буду врать. Если ты не готова вот с милым, с запахом хомяков и слегка разбитой тачкой, ладно, кого я обманываю, с жестко разбитой тачкой и с жестким запахом хомяков все-таки составить мне пару, да, то, наверное, нам все-таки не по пути. Знаешь, у меня приятель начал разводить этих самых бобров. Хочешь, я дам телефон? Но у него пока 2, и они даже Дроздов их не заводят. Вот. Но он надеется, что они как-то вот все-таки найдут коннект. Годами длится, но бобры говорят дороже. Знаешь что? Ты из 10 бобров себе сразу сможешь шубу сшить. Не то, что из моих хомяков. То есть ты приглашаешь меня на свидание, Так. ты проверяешь меня, рассказываешь мне про хомяков. Я не проверял тебя, я тебе сказал, как есть, просто ты... машина покоцанная? Я тебе объяснил, те фотки были сделаны у машины друга. Ты сделал вывод, А что почему, она моя. если у тебя такие деньги, ты не отдал ее в ремонт? Где логика? Я тебе объясню. Давай. Мне, поверь мне, при наличии возможностей абсолютно все равно, на чем я езжу. Банты, голимые понты, на них ведутся тёлки-логи. Тем более в нынешних условиях, когда запчасти и тачки стоят безумных денег. Мне вообще все равно. Более того, я тебе скажу, я перемещаюсь на либо такси, бизнес,
либо я беру какой-то каршеринг. Мне не важно, на чем я езжу. Правда, знаешь, что мне действительно важно? Что я могу уехать в любой момент на любой курорт. Погреть жопку под пальмами. С хомяками. Все, иди отсюда. Пока-пока. Овца. Хомяки мои не нравятся. Ну что ж такое-то, а? Я даже, друзья мои, это же вообще как... Что же это такое делается, Лев Евгеньевич? Что, уже и бабки показал. И все, понимаешь? И уже все. Не то и не то, не то и не то. А как же фраза, что деньги не пахнут? Ну эти пахнут, но в целом же деньги не пахнут. Главное, чтобы деньги были. Хомяки мои не понравились. Да они в 100 раз лучше, чем ты. А может и в 200. Тачка скрипит, конечно, полный. Ну что, друзья мои, в очередной раз мы с вами оказались в алчной ловушке женщин, которые хотят непосредственно мужчин с большим, прибольшим. Раньше это было одно слово, а теперь достаток это слово. С большим, прибольшим достатком. И готовы они мириться с чем угодно, лишь бы были бабки. Видите, когда бабки показал, уже и хомяки не сильно пахнут. Все выводы напрашиваются сами собой. Да, без денег ты жирное чмо, а с бабками ты уютный медвежонок. Как это и было во все времена. Но все равно нет, да и да, попадается прекрасная женщина, которая не смотрит на бабки, а смотрит, как говорится, в корень. Не в тот корень, в целом в корень. Хотя бывают, которые смотрят и в тот корень. Таких в последнее время все меньше и меньше. Так бы хотелось. Ладно, мне еще к хомякам возвращаться. Вышла новая передача. Вот, в мире животных надо им обязательно поставить, чтобы они с большей продуктивностью ввели меня к списку Forbes. И я прям вижу Евгений Микулин. Он сделал свой первый миллиард на хомячках. Та-да-да-да-дам. Девочку на оценку, мой бизнес, пожалуйста, на оценку. И вообще меня тоже на оценку. Люблю, когда меня оценивают, недооценивают и переоценивают. Пока-пока. Итак, мы вышли на улицу с одним единственным вопросом. Какой таксопарк в России вы считаете самым лучшим? Послушаем, что отвечали люди. Такси хайп. 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 Лучше. Ну что ж, все говорит само за себя. Звоните или пишите в WhatsApp, номер которого вы увидите в описании. Все очень просто. Подключайся в парк Такси Хайп, и будет тебе счастье, куча бабла и много-много позитива. Удачи! Thank you.